Источником наложниц в османском гареме были рабские рынки. Красивых девушек на них поставляли пираты, бандиты и торговцы. Детей похищали из семьи в результате набегов и войн. Но даже в мирное время девочка-подросток могла стать рабыней, причем по собственной воле ее родителей. В османской культуре с юридической точки зрения цвет кожи раба не имеет значения. Рабство в Османской империи пришло вместе с образованием самой империи. Нет даже точной даты, когда рабство было прекращено у османов. Да, есть дата отмены указом султана Абдул-Азиза, но это абсолютно не означало, что османы перестали использовать рабов или прекратили систему гаремов. Как утверждает доктор исторических наук Хакан Эрдем, еще до основания Османской империи существовала работорговля из Черкесии в другие страны мира. Вы можете найти черкесских рабов в Италии эпохи Возрождения. Или, например, на Крите можно встретить рабов из Крыма. Например, в Венеции есть люди, которые прибыли из Черкесии. Но это слишком маленькая торговля, чтобы сравниться с османской эпохой. Вообще на тему рабства в Османской империи можно очень многое рассказать. Но у нас сегодня другая тема. Черкесские наложницы, известные своей белой кожей и красивым лицом, на османском рабском рынке были очень дорогими. Это привело к тому, что черкесы испытали большую семейную драму. Даже в мирное время пираты и бандиты похищали черкесских дочерей, несмотря на то, что продажа свободных женщин была запрещена в соответствии с исламом. Маленькие и молоденькие черкешенки продавались на арабских рынках Диярбакыра, Дамаска, Каира или Стамбула. Например, в архивном отчете 1790 года мы можем прочитать, что черкесская рабыня была продана за 16 золотых, а за темнокожего раба не давали и одного золотого. Родители черкесских девочек, имеющие серьезные финансовые проблемы, могли продать своих дочерей в плен торговцам своими руками. Самым важным оправданием для этого поступка было то, что дочь обязательно купит какой-то богач, который владеет дворцом. Это означает светлое будущее для их дочери, а также финансовый комфорт для родителей и всей семьи. Путешественник Гордон описал драму черкесов следующим образом. Черкесы лично продавали своих детей на арабские рынки, чтобы получить доход от такой сделки. Конечно, психологическая депрессия, которую испытывают эти черкесские наложницы, не оставляла их и после брака. Эти женщины, которые несли вес рабства в своих душах до конца жизни, были основными темами романов Танзимата. Если обратиться к черкесской литературе, то вы увидите, как прославляются эти девушки. Их отличает светлая кожа, красивые и пышные волосы, стройная фигура и элегантность во всем. В Европе и на Востоке в какое-то время появился термин «черкесская красота», а словом «черкес» стали называть все красивое. Учитывая, что черкесская красота начала славиться еще до момента образования османского государства, и в связи с тем, что девушками там стали торговать раньше, как утверждает доктор Эрдем, сефевидские и османские султаны всегда хотели заполучить себе девушек этой национальности в свои гаремы. В последние 100 лет существования Османской империи в гарем обычно принимали девочек черкесского, грузинского и абазинского происхождения. Но особое внимание уделялось черкесским девушкам, известным своей чувствительностью и нежностью, прямо пропорциональными их интеллекту. Так пишет на своих страницах одно из национальных черкесских изданий. Однако считалось, что черкесские девочки воспитывались в очень строгих условиях, имели высокую дисциплину и стойкие моральные качества. У меня есть одна очень интересная история про османскую наложницу черкесского происхождения. Ее судьбу и судьбу ее потомков я как-нибудь вам расскажу. Вы удивитесь, узнав, что начиная с XVIII века в Европе стали
производить косметику под брендом черкесской красоты, а средневековые маркетологи использовали такие методы продвижения, как называли свою косметику, произведена на основе компонентов, применяемых черкесскими женщинами. Но это одна сторона медали, другая же не такая радужная и красивая. Касается она той душевной драмы, которую испытывали сами наложницы, оторванные от своей семьи и вырванные из привычного уклада, вынужденные остаток дней провести на территории чужого государства в гареме султана. Очень серьезное количество женщин-рабов в Османской империи появилось в результате войны 1860 года, когда черкессы, бежавшие от русского угнетения, оказались в затруднительном положении от голода и жажды. Но это такая душеволнующая история, в которую мы сейчас не полезем. Однако, среди жен османских султанов было довольно немало женщин-черкешенок. Некоторые из них в какой-то момент и, скорее всего, чувствовали себя хорошо, ведь их сыновья становились султанами, а они – валиде султан. Я знаю о 5 таких женщинах, согласно историческим данным, но это тема отдельного ролика. Друзья, расскажите, о чем бы вы еще хотели узнать?